Привет, это Диана, добро пожаловать на мой канал. Недавно я вернулась из поездки по Бангкоку, и теперь в этом видео я хочу поделиться своими впечатлениями об этом городе, об этой поездке. Расскажу о самых интересных, на мой взгляд, достопримечательностях, поделюсь кое-какими лайфхаками, заметками про путешествие. Помчали! Дорога из Хуахина в Бангкок занимает 3,5 часа на автобусе. Это самый комфортный способ добраться в столицу. Я бронировала билеты заранее на 12 Go Asia. Отель бронировала на букинге. Он находится в центре, в 20 минутах от парка. Так выглядит номер. Направляемся к первой достопримечательности, и не могу не сказать о том, что уже здесь впечатления от города двоякие. Вот тебе свисающие провода, кое-где разбитые тротуары, какой-то доисторический автобус, рынки, с другой стороны возвышаются величественные башни. Также по всему городу замечены четвероногие пушистики, что меня очень порадовало. Парк Люмпини. Данный парк сравнивают иногда с Центральным парком в Нью-Йорке из-за его функциональной схожести. Здесь много воды, зелени, спортивных и игровых площадок, скульптур. Но лично меня поразили больше его обитатели. Это вараны, черепахи и рыбы. Предлагается много водных активностей, катамараны, каяки, лодки. А утро и вечер – это время, когда можно встретить очень много тайцев там, особенно пенсионеров, так как в это время они выходят на зарядку или пробежку. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Наделала в кучу фоток. Далее пошли по аллее торговых центров. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Что я заметила в первый день? Конечно же, дикие пробки, стополосные дороги, хайвеи, виадуки, ступеньки и все остальное, что еще придумали для издевательства над человечеством. Этот город совершенно не для пешеходов, я бы даже сказала, не для людей, и ситуация, по-моему, только ухудшается, потому что все эти дороги, они только расширяются, строятся ввысь, пробки начинаются просто с самого утра до поздней ночи. Второй день был посвящен высоткам, и первое – это башня Маханакон. Здесь находится самая высокая смотровая площадка в Таиланде. Сама башня, как видите, выполнена довольно интересно. Она как будто бы трансформер или как будто бы состоит из пикселей, вываленных иногда в некоторых местах. Я покупала билеты через сервис Klook. Это гораздо выгоднее, чем покупать уже на месте. Вход начинается с необычного лифта. Это быстрый лифт-телевизор. Всего вы посещаете несколько площадок, ну и вот одна из которых имеет прозрачный пол, что является фишкой этого места. Виды здесь, конечно, потрясные. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Следующая высотка – это башня Байок или отель Байок Скай. Сейчас это третье по высоте в стране здание, но когда-то было первым. И теперь, чтобы удержать туристов, здесь проходят ужины. За этим мы сюда и отправились. Пользовались надземным метро и аэропортовым. Так выглядит жетон. Итак, город на закате.
Ужин по типу шведского стола лично мне нравится тем, что можно попробовать кучу блюд за раз в одном месте. В данном ресторане было сочетание тайской кухни с интернациональной. После ужина пошли на смотровую площадку. Фишка этой башни, помимо основных площадок, есть крутящаяся на 360 градусов смотровая площадка. Но стоит дождаться, пока она поедет. На выходе невозможно пройти мимо ночных рынков, которые открываются к вечеру. Но в целом все довольно прилично, нет никаких 18+ баров или мест на каждом шагу, или трансвестита. Заметки по второму дню. Это был самый жаркий день в нашей поездке, и вот с учетом климата, а еще повышенной влажности, находиться на улице долго невозможно, особенно если это пешая прогулка. Поэтому в этом городе обязательно нужно носить кепку, либо зонт от солнца, чтобы потом просто не сходить с ума от головной боли. Следующее. Для такого мегаполиса метро совсем не приспособлено. Очень мало веток, оплата в некоторых местах только наличными. А еще нужно попробовать разобрать, куда идти, как оплатить, как выбрать станцию, которую ты хочешь оплатить. То есть это все не нативно и супер непонятно. Надземное метро — это вообще очень медленная вещь. Я на велосипеде быстрее еду, чем этот поезд. Следующий день начинается с подземного метро, на котором мы добираемся в историческую часть города. Тут уже ничего необычного, но ожидание между поездами все-таки довольно большое. Мы посетили храм Ват-Пхо, или лежащего Будды, или Будды, ожидающего Нирваны. Помимо самой статуи Будды, есть большая территория со ступами, павильонами. Это самый старый храм Бангкока, который предположительно был построен еще в XII веке. Еще до храма здесь было место обучению искусству тайской медицины, самой известной частью которого является тайский массаж. И именно поэтому здесь представлено очень много статуй на эту тематику. Отхожу от темы. В Бангкоке я ходила на тайский массаж, и это был ужас. Ничего общего с тайским массажем, который был у меня до этого, ничего этого нет. Тайка просто меня мяла мясо, щипала, била просто час. После этого я еле проснулась на следующее утро. Просто мне есть чем сравнивать. Здесь в Хуакине я делала тоже тайский массаж. И я как бы понимаю, что это должно быть, что тайский массаж, вообще основа его в том, что используются конечности мастера, да, руки, ноги, то есть это там локти, пальцы, ступни иногда. И используется там натяжение, либо точечное воздействие на человека, на его точки, да, по телу. То есть таким образом, когда вы там проминаете руку и при этом надавливаете локтем, то есть есть какое-то лучшее ощущение, лучшее прощупывание себя, да, тела. То есть в этом заключается тайский массаж. Но то, что я получила в Бангкоке, это, конечно, было далеко от реальности. Это была просто какая-то мясорубка. Так, ладно, закончим болтологию и посмотрим на лежачего Будду. Из интересного, длина этой всей статуи 46 метров, высота 15, покрыта настоящим золотом, а глаза и ступни сделаны из перламутра. Интересно, что под статуей находится прах короля Рамы I, который положил начало вот данной королевской династии, которая непосредственно сейчас правит. Да? На выходе из храма некоторые покупают тарелку с монетами и кидают их в специальные горшочки сбоку. Все это делается для желаний. Всего есть, по-моему, 108 сосудов, в которые они кидают непосредственно монеты. И считается, что когда у тебя заканчивается монета, когда последняя монета, в общем, падает в горшок, и монет больше не остается, то желание, которое ты загадал перед этим, сбудется. Ну, не знаю. Далее проходим мимо Королевского дворца. Его посещать рекомендую только истинным фанатам или ценителям, и обязательно строго утром, когда нет толпы, нет китайцев, нет давки и нет духоты. Также нужно принять во внимание, что там соблюдается строгий дресс-код, никаких открытых плеч и обязательно юбки там в пол, брюки. То есть, если вы хотите остаться со своими оставшимися конечностями не опаренными,
то, ну, конечно, лучше как бы не посещать это место, просто зайдите в Wat Pho, получите все то же самое. Благо весь исторический центр, все храмы, которые там находятся, они выполнены в одном стиле цыганского барокко. Это шутка. Поэтому вы ничего не потеряете, зайдя только в одно какое-то место, где нет такого строгого дресс-кода. После просмотра исторического квартала был вечерний круиз по реке с ужином. Выходы на пирсе находятся в торговом центре Icon Siam. В основе всех круизов лежит ночная прогулка по основной реке Чао Прая в Бангкоке. Вы осматриваете достопримечательности вокруг. Есть какое-то шоу, у нас это была певица и оркестр. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not. Итак, перейдем к впечатлениям. Бангкок — это супер огромный мегаполис, совершенно не предназначенный для долгой, для какой-либо жизни в нем. Это город пробок, хайвеев, мостов, стополосных дорог, но никак не для пешеходов, никак не для обычных людей. К счастью, еще не все потеряно, и существуют некоторые парки, некоторые места притяжения, да, которые можно посетить. Но этого всего настолько мало для такого человейника и для, в принципе, столицы. То есть, казалось бы, такой город, но сходить некуда. Все это расположено где-то вдалеке друг от друга, еще попробуй туда добраться. Здесь же еще отмечу, что все это осложняется высокой температурой, влажностью, то есть иногда добраться из одной точки в другую сложно просто из-за того, что на улице просто невозможно находиться. Несмотря на то, что мы, в принципе, провели дни в поездке интересно, в этот город не хочется вернуться снова, как во многие другие здесь. Все ссылки на мероприятия, плюс достопримечательности, помимо тех, которые я уже обозначила в этом видео, будут находиться в описании, заглядывайте. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий под этим видео. До встречи!